Приветствуем вас! Дорогие наши подписчики и гости канала, сегодня поговорим о аудитория гонок на спортивных автомобилях растет, поскольку другие виды спорта находятся в упадке. Прошлый уикенд стал 59-м заездом Rolex 24 Hours of Daytona, и я был в душе, когда слушал почти всю гонку через наушники, транслируясь по радио IMSA. Это была захватывающая гонка с длинными участками гонок, под зеленым флагом и множеством гонок на колесах. Гоночная команда Уэйна Тейлора, которая владеет 10-м Konica Minolta Acura, стала абсолютным победителем в классе Daytona Prototype DPI. Эта машина, пилотируемая штурманами Рики Тейлор, Хелио Кастроневис, Александром Росси и Филиппе Альбукерки, пересекла финишную черту всего на 4,7 секунды впереди занявшего второе место Камуи Кобаяши. В 4 из 5 других классов автомобилей на трассе во время гонки занявший второе место, финишировавший был на лидирующем круге, если не в течение нескольких секунд, от победителя. Этот тип близких гонок делает просмотр захватывающим 24 часа. Дайтоны транслировались на различных филиалах NBC. Первый час и 2 последних часа гонки транслировались на NBC, а 15 дополнительных часов гонки транслировались на NBCSN. Кроме того, болельщики могли наблюдать за всей гонкой через платные сервисы NBC, NBC Sports Gold и приложение NBC Sports. В заявлении IMSA, органа, санкционирующего проведение чемпионата по спортивным автомобилям WeatherTech, NBC сообщила о значительном увеличении числа зрителей гонки на своих платформах. 829 тысяч человек наблюдали за часовым открытием гонки на NBC, а 1,23 миллиона человек настроились на последние 2 часа гонки, которая транслировалась с 14 до 16 часов в воскресенье на NBC. IMSA заявляет, что количество зрителей чемпионата WeatherTech Championship на NBC Sports почти удвоилось на 89% с тех пор, как сериал в последний раз транслировался в другой сети в 2018 году. В то же время, я слышал новости о резком падении числа зрителей футбольных и баскетбольных матчей по телевидению, и я не знаю, как это объяснить. Можно было бы подумать, что с огромной потенциальной аудиторией людей, застрявших дома во время паники из-за коронавируса, аудитория спортивных трансляций вырастет, но это не так. Я полная противоположность тому, кого вы бы назвали фанатом клюшек и мячей. Мне все равно, поэтому я не чувствую себя квалифицированным, чтобы комментировать, что могло вызвать падение этих рейтингов. Я знаю, что автомобили – это увлекательно, и по каким-то причинам больше людей смотрят гонки на спортивных автомобилях, а меньше – НФЛ и НБА. Мне нравятся гонки на спортивных автомобилях по тем же причинам, по которым мне нравятся гонки на небольших шинах. Машины на трассе выглядят как обычные машины. Это желательно. Мой Монте-Карло SS 1986 года, если бы он у меня был, можно было бы превратить во что-то вроде твин-турбо большого блока Шейна Стека Монте-Карло, который разгоняется за 4 секунды до 8 мили в ограниченном радиальном классе. Или если бы у меня был Camaro 1968 года, не так уж сложно представить себе гонку против Рона Роудса и его Camaro, который разгоняется 4,30 секунды на скорости 166 миль в час на листовых рессорах в классе X275. Стандартные гоночные автомобили просто более интересны, потому что, опять же, они интересны и вдохновляют. Вы можете посмотреть на Craigslist рекламу Mustang в кузове Fox или Camaro третьего поколения и представить себе стоящего на колесе дрэг-рейсинга X275 или американского гоночного гонщика Iron Road в соревновании NASA для любого автомобиля, в зависимости от ваших предпочтений. Причем здесь IMSA и 24 часа Дайтоны. Что ж, в дополнение к классам прототипов, серия WeatherTech предлагает классы GT, GT Le Mans, GT LM и GT Daytona, GTD, оба из которых основаны на серийных автомобилях. Несмотря на то, что это высокотехнологичные специально построенные гоночные автомобили, они по-прежнему удобны и похожи на автомобили, которые вы можете найти в местных представительствах Chevrolet, BMW, Porsche или Ferrari. Автомобильный энтузиаст нередко смотрит на конкретную модель и представляет, насколько далеко ее производительность может быть достигнута в рамках ее базовой архитектуры, и это то, что представляют классы GT IMSA. Моя любимая машина, конечно же, Corvette C8R, который работает в GT LM.
Corvette Racing выставляет на вооружение 2 Corvette этого класса, и после победы в чемпионате производителей и пилотов в сезоне 2020 года Corvette рванул в 2021 году, стреляя обоими пушками. Обе машины заняли первое и второе места в области GTLM. По окончании 24-часового соревнования оба корвета пересекли финишную черту на первом и втором месте с разницей в несколько секунд, но в порядке, обратном квалификации. Джордан Тейлор выиграл гонку на третьем автомобиле, опередив Томми Милнера на четвертом C8R. Если вы пропустили гонку, IMSA размещает освещение всех гонок на своем канале YouTube, официальном IMSA, и это определенно стоит посмотреть. Следующая гонка серии – Mobile 1, 12 Hours of Sebring 17-20 марта, и я буду готов с наушниками, надежно прикрепленными к ушам, и с телефоном, настроенным на трансляцию по радио IMSA. Давайте сохраним серию Corvette. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.